Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодняшняя тема, я думаю, заинтересует многих, а именно мы поговорим о парфюмах, которые звучат как люкс, но при этом имеют бюджетную цену. Бренд Элизабет Арден можно отнести к люксу, но при этом парфюмерия данного бренда достаточно бюджетна, как для люкса. И здесь ароматы по вполне приемлемой стоимости. При этом, конечно же, безусловно, имеющие люксовое звучание. И одна из таких бюджетных находок – это My Five Avenue от Элизабет Арден. Но не путайте его, пожалуйста, с Пятой Авеню того же бренда, потому что аромат все-таки другой. И это, могу сказать, один из отличнейших пудровых ароматов. Но пудра здесь такая не старая, затхлая, как иногда это бывает, к сожалению, в парфюмерии. Но она здесь оттенена легкими свежими цитрусами и небольшой кислинкой. В окружении цветов и благородной древесины. Прекраснейший аромат. Вне всяких сомнений, это отличный люксовый представитель, который имеет бюджетную цену. Очень красивый, легкий, ненавязчивый, но при этом женственный, нежный, легкий и универсальный. Сам парфюм очень красиво играет, переливается своими нотами. И вот эта нежность, эта красивая цитрусовая пудровость мне очень нравится, она очень приятна, и мне кажется, что она очень универсальна. Подойдет всем и каждому на любое время года под любой образ. Аромат очень нежный и тонкий, как сама весна. В верхних нотах здесь цветы, лимон, мандарин, лист фиалки и озон. Средние ноты нам открываются розой, лотос, гидеон, жасмин, ландыш и груша. В базе же здесь кедр, мускус, амбервуд и корень ириса. Ну а если же вам хочется чего-то такого сладкого, более густого, ванильного, то у бренда Yves Rocher есть отличнейший парфюм. А именно это Cuir de Nuit, что в переводе «ночная кожа». Нужно сказать, что в принципе бренд Yves Rocher это тот бренд, который, на мой вкус, по моему мнению, создает иногда действительно очень-очень достойные парфюмы, которые звучат как настоящий люкс, но при этом имеют гораздо более бюджетную цену. Тем более, что не забываем, что очень часто, практически каждый месяц бренд Yves Rocher устраивает какие-то скидки, распродажи, какие-то акции, и данный парфюм, как и все другие парфюмы, можно купить в 2 раза дешевле, что просто является каким-то подарком. Так, полная цена данного аромата за 100 мл это 60-62 евро, но, повторюсь, скидки и распродажи здесь практически каждый месяц, и те же 100 мл вы можете купить в районе 25-30 евро. Максимально на скидках я видела его даже за 22 евро. При этом это действительно люксовое звучание, очень красивый такой восточно-пряно-ванильный аромат. Звучит дорого, притягательно, маняще. И это, безусловно, гурманика, но не приторная гурманика. И это тот самый случай, несмотря на его вполне бюджетную цену, когда достаточно одного, максимум 2 распылений, и вы будете чувствовать на себе данный парфюм весь день. Пирамида здесь достаточно простая, но это не делает аромат хуже, он отлично сложен и действительно красив. Здесь ноты ванили, какао, розового перца и кофе. И это очень красивое гурманское сочетание, но без излишней приторности и сладости. Но если вам все-таки хочется люкс, но по бюджетной цене, то такой аромат тоже есть у меня. Спокойный, милый, нежный, при этом очень женственный, с небольшой кислинкой, и это Jeanne от Lanvin. Цена здесь за 100 мл будет в районе 45-55 евро. Для меня этот аромат, он о юности, о какой-то легкости, о весне. Не совсем представляю его на зрелых женщинах, но в конце концов это всего лишь мое восприятие. Если вам нравится, если вы кайфуете, вам подходит, то, пожалуйста, почему нет? И на мой вкус здесь один из самых милых и гармонично подходящий данному аромату и очень узнаваемый флакончик.
Аромат юности, легкости, весны и беззаботности. И здесь очень удачное сочетание фруктовой кислинки, свежести и цветочной сладости. Это тот вариант, когда вы устали от чего-то тяжелого, какого-то такого плотного люкса или ниши, и вам хочется какой-то легкости, беззаботности, весны, чего-то очень девичьего, то, пожалуйста, данный парфюм именно об этом. И в верхних нотах здесь ежевика, груша и лимон. В средних нотах малина, фрезия, роза и пион. И в базе мускус, сандал и амбра. И мне кажется, данный парфюм может стать отличным подарком или первым ароматом для молоденькой девушки. Ну и лично мне кажется, что тема бюджетных парфюмов, которые звучат как люкс, будет неполной без арабской парфюмерии. Сейчас она просто на пике популярности, у них есть свои оригинальные ароматы, так они отлично копируют какие-то люксовые бренды и отлично с этим справляются. Здесь очень много ароматов, которые имеют вот такое очень красивое, дорогое звучание, но имеют достаточно бюджетную цену. И один из таких ароматов я хочу показать вам сейчас. И это новинка прошлого года, аромат Affection. Очень красивый, и здесь также красивая игра нот, так как он раскрывается в начале и какой он уже на протяжении дня, это немножко разное звучание. Стартует, как по мне, он такой задорной кислинкой и свежестью, но дальше уже это такая томная, нежная ореховая ваниль. Звучит вполне себе люксово и дорого, при этом стоимость здесь за 100 мл в районе 35-40 евро. Есть в нем что-то кремовое, уходовое в звучании, чуть такого фисташкового мороженого, сливочности какой-то. И я бы не назвала его, наверное, гурманским в классическом понимании гурманики. Для меня это такой сливочно-орехово-кремовый аромат. В верхних нотах здесь фисташка, лесной орех и черная смородина. В средних нотах лактоны, жасмин, ландыш и малина. И в базе лактоны, ваниль и бобы тонка. Ну и закончить я сегодня хочу уже, можно сказать, парфюмерной классикой. Это, опять же, люксовый бренд, но по бюджетной цене. А именно это аромат Trussardi Donna. 100 мл данного парфюма вам обойдутся примерно 45-55 евро. И это отличнейший аромат, и я знаю, что многими он очень любим. И здесь, на мой вкус, очень красивый жасмин. Он такой нежный, манящий, притягательный. При этом есть чуть цитрусовой кислинки. И очень легкое, приятное дуновение пудры. Я заметила, что Донна очень по-разному играет на разной коже. Скорее всего, здесь дело в обладателя горячей и холодного типа кожи. По моему восприятию могу сказать, что аромат очень женственный, нежный и по-жасминовому прекрасный. В верхних нотах здесь фрукты, юзу и лимон. В средних нотах жасмин, цветок апельсина и лотос. И база нам открывается ванилью, сандалом, кедром и пачули. Но на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, комментарии, а также за вашу подписку. И я по-настоящему очень вам благодарна. Ну а я желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы уникальны и вы прекрасны. Всем пока-пока!